Сегодня на этом языке говорят около 5,5 миллионов человек в Словакии и за ее пределами. Но еще пару веков назад будущее словацкого языка как отдельного литературного языка было под вопросом. Как же словацкий язык выжил? И почему его называют эсперанто славянских языков? Сегодня вы узнаете, как формировался словацкий язык и как на него повлиял русский язык. Почему он чуть не исчез и как он выжил. Чем он удивителен и отличается от других славянских языков. Какие у него есть ложные друзья и очень странные, забавные для нас слова. Словацкий язык относится к группе западнославянских языков. Сегодня это официальный язык Словакии, но на нем говорят и за ее пределами. Сегодня словацкий язык используют словаки, проживающие в Чехии, в Сербии, Венгрии, Румынии, Австрии, Хорватии, Канаде, США, Украине и других странах. Всего это примерно около 5,5 миллионов человек. Носителей немного, но это полноценный литературный язык с живой культурой. Чем интересен словацкий язык? Ударение в словацком языке всегда падает на первый слог, так что тут не ошибетесь. Но также в словацком языке есть краткие и долгие гласные. Причем для нашего непривыкшего к долгим гласным уха эта долгота звучит как ударение. Но на самом деле в словацком языке ударение и долгота – это две разные вещи. Slovenský jazyk. Ударение – это именно сила, с которой мы произносим слог, гласный звук. А долгие гласные произносятся просто длиннее, чем краткие, примерно в 2 раза. И звучит это примерно так. Zasadil detko repku. Na jeseň už bola veľká, preveľká. Bolo ju treba vytrhnúť. Detko ťahal, no repa sa ani nepohla. И такое чередование ударения и долгих, и кратких гласных создает особую мелодику словацкого языка. В словацком есть достаточно большое количество слов, которые состоят только из согласных. Но на самом деле в них присутствуют так называемые слогообразующие гласные Л и Р, которые тоже могут быть краткие и долгие. Эти Л и Р все-таки небольшой гласный призвук создают. И при произношении таких слов со слогообразующими гласными все-таки небольшой гласный призвук есть. Ну, например, это такие слова, как пылт, волк, голд. И даже есть скороговорка словацкая, которая состоит только из одних согласных. Стырч-пырст, скыр-скырк, то есть просунь палец сквозь шею. В словацком языке есть также дифтонги, то есть 2 гласных, которые произносятся как один. Например, черный, ствол, место, ряд. И также в словацком есть звук Г, фрикативный Г, который произносится в большинстве случаев, но есть также и Г, который произносится в заимствованных словах. Как и в любом другом славянском языке, в словацком есть огромное количество слов, которые похожи на русские или примерно похожи, но значит что-то совершенно либо противоположное, либо просто что-то другое. Такие слова называются ложными друзьями переводчика. Например, в словацком «ужасный» значит не «ужасный», а наоборот «прекрасный». «Черствый» значит не «черствый», а наоборот «свежий». «Черствый хлеб» – это свежий хлеб. А «вонять» по-словацки значит не «вонять», а наоборот «пахнуть». А также есть слова, которые просто для нас звучат смешно. Например, сранда на словацком – это шутка или что-то смешное. Жрадло – это корм. Потравины – это продукты.
Делитесь в комментариях своими смешными словами, мы вместе посмеемся. Словацкий язык называют эсперанто славянских языков. То есть носители всех славянских языков в той или иной степени понимают словацкий язык. И не знаю, насколько это можно подтвердить научно, но на практике это мною опробовано. Моя любовь к славянским языкам началась именно со словацкого. И я могу сказать, что словацкий мне помог потом понимать и чешский, и в какой-то степени польский. И когда я потом начала учить славянский и хорватский, то благодаря словацкому многие грамматические явления были уже знакомы, и также были знакомы уже многие слова. И у нас часто спрашивают, какой славянский язык выучить, чтобы понимать все славянские языки. Я бы сказала, что это словацкий. Конечно, на 100% понимать вы все славянские языки не будете, но в какой-то степени это все-таки поможет. А если вы хотите переехать в Словакию для учебы, работы, жизни или просто свободно владеть словацким языком, то помочь вам в этом может языковая школа iCan. Школа iCan – это аккредитованная школа. После окончания курса каждый студент получает официальный сертификат, который потом принимают вузы и работодатели Словакии. Преподаватели школы – это носители словацкого языка с большим опытом преподавания иностранцам и также со знанием русского. Так что проблем в понимании и освоении словацкого языка точно не возникнет. Школа iCan поможет вам сдать экзамен на ПМЖ и гражданство, достичь необходимого уровня языка для поступления в школу или университет, овладеть словацким для работы и уверенно говорить в повседневной жизни. Занятия проходят из любой точки мира онлайн, в любое удобное для вас время, или же офлайн в Братиславе. Также на занятиях в школе вы получите простое и доступное объяснение грамматики и дружелюбную и комфортную атмосферу на каждом занятии. И еще один важный бонус – это возможность получения визы D для проживания в Словакии на основании прохождения интенсивных языковых курсов. Начнутся такие интенсивные курсы уже в сентябре, поэтому спешите записаться. Ссылку на запись я оставлю в описании и первом закрепленном комментарии. Конечно же, в процессе своей истории словацкий язык контактировал и с другими языками, поэтому в нем есть достаточное количество заимствований из других языков. Например, это заимствование из венгерского, такие слова как босорка, чижма, гулаш, гусар, из немецкого ритьер, фарба, панчуха, из латинского дьявол, школа, табуля, конечно же, из чешского байка, доем, отаска, поем, из румынского, например, брынза, которая сегодня считается национальной словацкой едой и используется в словацких национальных блюдах. Но само слово брынза не словацкое, а пришло оно в словацкий из румынского языка, что в румынском значит просто сыр, любой сыр, не какой-то определенный. В середине и второй половине XIX века в словацкий язык также вошло немало слов из русского языка. Как это произошло, я расскажу позже. Значительная часть русизмов потом вышла из употребления, но даже сегодня они иногда используются в качестве слов поэтизмов. И это такие слова, как бодрый, благодарный, целовать, чиновник, чудесный, деятель, действовать, дума, искренний, кормидло, расположение, труд, весна и так далее. Относительно немного заимствований в словацкий вошло также из других славянских языков, иногда посредством чешского. Например, из польского частовать, креслить, из хорватского и сербского чета, четник, юнак, из болгарского йогурт, мастика. И, конечно же, за последнее время много слов вошло в словацкий и из английского языка. В словацком языке есть 3 наречия – западное, среднее и восточное.
Каждый из них дробится на основные говоры и также промежуточные, переходные говоры, ареалы. Так что говоры словацкого языка плавно перетекают один в другой. Словацкий язык – это очень молодой литературный язык. Тексты на нем и попытки его нормализации относятся, по крайней мере, к 17 и к первой половине XVIII века. А что же было до этого? Простое население словацкое говорило, конечно же, на своих словацких родных диалектах, а в качестве письменного и литературного языка использовались другие языки. Предки словаков были среди первых славян, кто использовал в качестве литературного языка старославянский язык, так как именно на этих землях Кирилл и Мефодий проводили свою просветительскую миссию. Но еще раньше старославянского, в том же IX веке, сюда проникает вместе с христианством и латинский язык и вытесняет старославянский. Латынь здесь используется не только в богослужебных целях, но также и как административно-правовой язык. И используется она здесь достаточно долго, практически до XIX века. С IX века получает также распространение и немецкий язык. К XI веку словацкие земли вошли в состав Венгерского королевства, поэтому здесь также распространяется и венгерский язык. С конца XIV века и особенно активно в XV веке распространяется также и чешский литературно-письменный язык. И так как это был генетически самый близкий и самый понятный словакам язык, то чешский очень быстро и широко распространился среди словаков и стал со временем конкурировать с латынью. Стал также использоваться и в некоторых богослужебных делах, и также как административно-правовой язык. А в 1348 году в Праге был открыт университет, в котором также учились и словаки. Конечно же, такое сосуществование чешского литературного языка и разговорного словацкого не могло не влиять друг на друга. И постепенно в чешский литературный язык проникают элементы разговорной словацкой речи, элементы словацких диалектов. Поэтому постепенно здесь нормы чешского языка расшатываются, но также, в свою очередь, и чешский литературный язык влиял на устную речь словаков. И поэтому со временем образовывается такой пласт языка, интердиалекты, в основе которых лежали словацкие диалекты, и плюс на них накладывалось влияние чешского, и таким образом получался интердиалект или культурный интердиалект, так как в основном на этих интердиалектах говорили более образованные слои населения. В XVII-XVIII веках развивается книгопечатание, печатаются различные молитвенники, катехизисы, пропагандистская, просветительская литература. Открываются школы, что, конечно же, способствует развитию грамотности. И тут можно заметить два противоположных направления развития письменного языка. С одной стороны, выпускается большое количество литературы на культурных интердиалектах словацких. С другой стороны, особенно активно среди протестантов, стремление следовать правилам литературного чешского языка. Среди протестантов также была популярна идея чешско-словацкого культурного и языкового единства. Поэтому позднее они активно отстаивали право чешского языка на то, чтобы именно он был литературным языком словаков. И таким образом среди словацкой интеллигенции возникает два противоположных взгляда. В основном среди протестантов, что чешский и словацкий язык очень близки, и чешские и словацкие народы тоже очень близки. Это практически один народ, практически один язык. И другое направление, которое популярно среди католиков, это развитие своей самобытности словацкой, своего литературного языка, стремление создать свой литературный язык. Поэтому именно от католиков происходили первые попытки создания литературного словацкого языка.
Первый проект литературного словацкого языка был предложен католическим священником Антоном Берналаком. Он основывает литературный язык на западнословацкой основе, на западнословацком культурном интердиалекте с некоторыми чертами и средних словацких интердиалектов. Что предлагал Берналак? Он предлагал ориентироваться на живую речь, то есть вести фонетический принцип написания, то есть как говорим, так и пишем. Конкретно это значило, что, например, твердый «и» в словацком языке не нужен, так как раньше он обозначал звук «ы», который в словацком языке раньше произносился. Сейчас этот звук вышел из употребления, поэтому и буква для его обозначения не нужна. И все «и» он предлагал обозначать мягким «и». Звук «е» он предлагал обозначать буквой, которая сегодня обозначается звук «г». Предложил обозначать мягкость звуков «д», «т», «л», «н» с помощью апострофов, даже перед гласными, которые, по идее, смягчали, перед гласными «э» и «и». Однако Берналаковщина была принята не всеми. Ее с воодушевлением приняли католические круги, а вот протестанты остались верными своей традиции использовать чешский язык и не восприняли никак Берналаковщину. И хотя Берналаковщина не стала общесловацким литературным языком, но это был уже важный шаг на пути к созданию своего литературного языка. Берналак своей попыткой показал словакам эту возможность, что можно иметь свой литературный язык именно на словацкой основе. Так что это был важный шаг в развитии национального самосознания словаков. Таким образом, среди словацкой интеллигенции возникает два взгляда на литературный язык. Среди протестантов и среди католиков. И те, и другие понимали необходимость того, чтобы словаки имели свой литературный язык. Но протестанты в качестве литературного языка видели чешский язык, они уже давно его использовали как литературный язык, еще с XVI века, поэтому у них уже была крепкая традиция, и они считали его подходящим вариантом и для словаков. А среди католиков существовал другой взгляд, это стремление создавать именно свой литературный язык и идти своим путем. И между представителями этих двух лагерей развернулась острая полемика. В 20-30-е годы XIX века возникли компромиссные идеи. Авторами этих идей были Ян Колар и Павел Йозеф Шафарик. Они предлагали не отказываться полностью от чешского языка, но сделать его более понятным для словаков. Но все-таки они были противниками создания отдельного литературного словацкого языка и противниками Берналаковщины. В 40-е годы XIX века для словацкого языка наступает тяжелое положение, так как венгерские власти начинают активно продвигать идею единой венгерской нации, единого венгерского государства. И венгерский язык становится главным во всех сферах жизни, его вводят в школы, изучают во всех школах Венгерского королевства. Он становится государственным языком, а к любым попыткам народов как-то отстоять свою культурную самобытность, свою культурную идентичность, попытки развития своего литературного языка, все это воспринимается как угроза целостности государства. И в таких условиях притеснения словацкого языка словацкая интеллигенция начинает более активно искать способы создать свой литературный язык и как-то прийти к какому-то компромиссу. Следующий, кто принимает попытку создания словацкого языка, это Людовит Штур. Изначально он протестант, хотя он очень симпатизировал православию, у него была мечта, чтобы все словаки приняли православие, да и все славяне тоже. Но, тем не менее, изначально он протестант, поклонник, приверженец идеи чешско-словацкого языка, того словакизированного чешского, о котором писали Колар и Шафарик.
Но все-таки им было принято решение о создании отдельного литературного словацкого языка. Штур основывает новый литературный язык на среднесловацком наречии, так как оно самое распространенное и самое, на его взгляд, понятное всем словакам. Также Штур проводит тщательное исследование для того, чтобы выяснить, является ли вообще словацкий язык отдельным славянским языком, или же это просто диалект чешского, как некоторые тогда считали. Он сравнивает словацкий язык с чешским, с другими славянскими языками и приходит к выводу, что все-таки это отдельный славянский язык. Что касается правописания, то Штур поддерживает Берналака в фонетическом принципе, то есть правописание должно отражать живую разговорную речь, как говорим, так и пишем. Поэтому он поддерживает его в том, что твердый «и» не нужен. Что еще он предлагает? Дифтонги записывать в таком вот виде «е», «а», «е», «э». «Г», которое обозначало «е», он заменил на «е», который сегодня обозначает «е». А для звука «г» предложил использовать букву, которая сегодня обозначает звук «г». Также он был автором ритмического закона сокращения долгот, то есть в одном слове не может быть две долготы вместе. Их обязательно должен разделять краткий звук. Что касается словаря, лексики, он был против обилия заимствованных слов, но относился к ним рационально, то есть они могли быть. Что касается чешских заимствований, то они могли быть в том случае, если в словацком языке не было подходящего слова, но произноситься они должны были на словацкий манер. Другой источник пополнения словаря это были диалекты. Штур активно вводил лексику из словацких диалектов, различные слова, фразеологизмы и также из других языков, в том числе из русского. Но он был против неумеренного употребления иностранных слов. Языковая реформа Штура была принята современниками неоднозначно. Более молодое поколение протестантов приняло реформу с воодушевлением, а вот старое поколение приняло ее в штыки. Они обвинили Штура и в раскольничестве, в разрыве чешско-словацкой культурной традиции, на что Штур, конечно же, отвечал, что нет, чешский язык сыграл большую роль в культурном развитии словаков, и он совсем не против культурного единства чехов и словаков, но все-таки отстаивал позицию, что словаки должны иметь свой литературный язык. Со стороны венгерских национальных движений он был обвинен тоже в государственной измене, в панславизме, на что Штур отвечал, что нет, словаки хотят оставаться верными сыновьями Родины, но не как венгры, а как словаки. Ну и католики, конечно же, тоже не очень-то поддержали Штура, так как они уже привыкли использовать берналаковщину к тому времени, и только небольшая часть католиков восприняла языковую реформу Штура. Так что Штуру и его соратникам пришлось приложить немало усилий, потратить огромное количество нервов и сил для того, чтобы отстоять свою позицию и отстоять право словаков на свой культурный путь развития. Но, несмотря на все эти преграды, штуровщина все-таки постепенно проникала в культурную жизнь словаков. На ней начали писать различные писатели, поэты. Среди сподвижников Штура, которые, с одной стороны, его горячо защищали, все-таки были некоторые несогласия в правилах правописания, некоторых нормах литературного языка. Например, значительно отличалась позиция Мартина Милослава Годжи, который очень горячо поддерживал Штура в своих трудах, но все-таки не был во всем с ним согласен. Он опирался прежде всего на историю словацкого языка, на сравнение его с другими славянскими языками, старославянским прежде всего, с русским. И он предлагал историко-этимологический принцип написания, то есть был за то, чтобы вернуть твердый «и», который когда-то писался на месте «ы», и также звука, который обозначает особенный среднесловацкий «э». Поправки Годжи были
приняты и вошли в новую литературную норму словацкого языка. В 1851 году в Братиславе на собрании словацкой интеллигенции официально был утвержден новый литературный словацкий язык и закреплен в кодификации, написанной Мартином Гателой. Таким образом, из основы, которую создал Штур и с некоторыми поправками Годжи и Гателы, и получился тот словацкий язык, который мы знаем сегодня. Конечно же, некоторые изменения еще в нем происходили, но в основном это основа сегодняшнего словацкого языка. После того, как литературный словацкий язык был утвержден, необходимо было его нести в массы, распространять среди словацкого населения. И в этом огромную роль сыграла деятельность Матицы Словацкой. Что это такое? В XIX веке у части славянских народов во время их национального возрождения, то есть когда начинает формироваться их национальное самосознание, возникают матицы. Это такие организации культурно-просветительские, которые занимались изучением славянских языков, славянской культуры, истории, изданием литературы на славянских языках, преподаванием. И благодаря деятельности Матицы Словацкой развивалось творчество на новом литературном языке, издавалась различного рода литература, проводились преподавания. И длился этот матичный период до 1875 года, пока Матица не была закрыта венгерскими властями. А возобновилась ее работа уже в Чехословакии в 1919 году. Именно в матичный период было заимствовано большое количество русизмов. Это такие слова, как благородный, целовать, чаша, дума, иностранный, обработка, порив, престол и многие другие. И получило развитие также словообразование по русским моделям на ство, ственный, ствовать, ионный и так далее. В 1918 году словаки становятся частью нового государственного образования Чехословакии. И хотя положение словацкого языка здесь уже намного лучше, но все-таки возникает новая угроза слияния его с чешским языком. Чехия в экономическом, культурном, политическом доминировала в чехословацком государстве. И хотя официально в Конституции был закреплен чехословацкий язык, но все-таки официальным языком был прежде всего чешский. В международных отношениях использовался тоже чешский. В словацком университете, Каменского, который сегодня главный словацкий университет, преподавание велось на чешском языке. Во многих организациях также использовался чешский. В Словакию переехали многие учителя, преподаватели, профессора, служащие из Чехии. И все это, конечно же, влияло на словацкий язык и способствовало распространению чешской литературы. Кроме того, в межвоенный период была попытка искусственного сближения чешского и словацкого для создания единого чехословацкого языка. Эта идея принадлежала языковеду Важному. Он также был инициатором нового правописания, в котором прежде всего поддерживались чешские формы. И здесь большую роль в сохранении специфики словацкого языка также сыграла Матица Словацкая. И языковеды, которые в ней работали, приложили немало усилий для того, чтобы сохранить словацкий язык, сохранить ту норму, которая существовала до этого. Также они проводили пуристическую языковую политику, то есть были против обильного заимствования германизмов, избирательно относились к чешским заимствованиям. Так что деятельность Матицы Словацкой сыграла огромную роль в сохранении специфики словацкого языка. Словацкий язык прошел достаточно сложный путь своего развития. Государственным языком он стал только в 1993 году с образованием Словацкой Республики. И сегодня это полноценный литературный язык, на котором говорят, читают, пишут, поют, создают литературные произведения
Его изучают не только в Словакии, но и за рубежом. Словацкий язык выжил. Выжил благодаря людям, которые были неравнодушны к судьбе своего языка и своего народа. И, возможно, если бы не они, то не было сегодня бы ни словацкого языка, ни самих словаков. Каждый язык – это не просто средство общения, это наше богатство, это хранитель нашей культуры, нашей истории. Поэтому давайте будем богаче и будем сохранять каждый существующий сегодня язык. А если вам интересно, как и почему славяне, и в том числе словаки, пишут на латинице, насколько она для них удобна, то рекомендую вам посмотреть вот это видео.